И еще одной очень хорошей культурной рекомендацией готовы поделиться. У нас в студии появились гости. Мы приветствуем генерального консула Италии в Санкт-Петербурге Леонардо Бенчини и Татьяну Чайковскую. Татьяна поможет нам, если вдруг начнутся сложности перевода. Да. Ну а повод для встречи у нас не о визах разговаривать в Италию. Возможно, хотя, не может только быть, и об этом поговорим. Это всегда интересно, Леонардо. О вашей выставке, которая открылась буквально накануне, 2 числа. Давайте мы предлагаем сначала вместе с нашими телезрителями мы посмотрим сюжет, посмотрим, какие работы вы там представили на суд петербургской публики, а потом обстоятельно поговорим. Согласны? Да, согласен. Давайте посмотрим. Работы Леонардо Бенчини не сразу увидишь за таким количеством посетителей, пришедших на открытие выставки «По ту сторону смыслов». Свои фотоработы он сделал, путешествуя по разным странам. И, конечно, его камера не обошла российские просторы. Отражение Петербурга в этих фантастических работах пока не увидишь. Но ближайший пригород можно узнать, правда, только по названию фотографии. Это вода Гатчины. Здесь автор намеренно лишает композицию центра, чтобы добиться ощущения мертвого моря, отчужденного от человека, говорят организаторы выставки. И вот в этом фрагменте, посмотрите, возможно, это паутинки, возможно, это какие-то листочки, капельки, да, но насколько трогательно, какую грусть они вызывают, они действительно связаны с воспоминанием. Помимо природы, Леонардо Бенчини волнует тема современного города. Автор с помощью многочисленных повторений, симметрии и зеркального отражения пытается раскрыть образы параллельных миров. Так, жилой небоскреб на Манхэттене с помощью фотоаппарата и неординарного взгляда фотохудожника превращается в космический корабль. Я потрясен. Как человек, много лет занимающийся фотографией, я понимаю, что это другой уровень. Другой взгляд вообще на фотографию, другое искусство. Я завидую, что у Леонардо получается снимать, делать такие работы. Благодарен за то, что он сделал эту выставку. Спасибо ему огромное. Поражает и то, что не сразу понимаешь, фотографии перед тобой или графические работы и живописные полотна. Где-то кажется, что это акварель, а здесь только при ближайшем рассмотрении видишь, что это не масло и холст. Поэтому многие посетители признаются, первое, что хочется сделать, увидев работу Леонардо, это прикоснуться к ней. Леонардо, вы знаете, когда читаешь пресс-релиз о выставке, где написано «Свои работы автор сделал во время путешествия по разным странам», ожидаешь увидеть фотодостопримечательности, какие-то пейзажные, Саванну. узнаваемые Почему нет? фотографии. И у меня такой вопрос. Как уметь вот видеть необычное в привычных вещах? Потому что часто мы такие зашоренные, что видим, то и говорим. Ну, я недавно начал смотреть на вещи другими глазами. Как? Потому что, мне кажется, фотография стала чем-то обидным. Из-за смартфонов, из-за социальных сетей нужно найти смысл, нужно найти другой, новый смысл. Ход какой-то, новый ход вообще, да. Да, это нелегко, но я думаю, эта цель каждый фотограф должен следовать. И тогда мне нравится, например, вертикальный предмет, который поддается законам гравитации, смотреть на него с горизонтальной плоскости. Да? И как что-то космическое, что-то, не знаю, без веса. Почему я о Пизанской башне сейчас подумал? Я не знаю почему. Что-то вот такое вот поддающееся гравитации, да, относительно горизонта. Ну да, это... Мне нравится, повернуть смысл. Например, то, что мы видим сверху, смотреть снизу. И что красный, зеленый, темный, светлый. Это поиск смысла. Есть... Например, симметрия, зеркальное отражение, они добавляют смысл фотографии, и они создают формы, которые не существуют на реальности. А вот такой взгляд художника на объекты, арт-объекты, он в жизни помогает? Вы можете также посмотреть на ситуацию какую-то жизненную? Не сверху, а снизу. Это в консульстве непосредственно, да, к примеру. Вот все смотрят так, а вы чуть-чуть иначе, например. Мне кажется, это исключительно художественный Подход. Мне кажется, в жизни нужно
логично смотреть на вещи. Но вы всегда этим занимались, я имею в виду без перерыва, потому что вы все-таки потомственный фотограф. Ваш папа был фотографом. Да. И, кажется, в 7 лет вы взяли первый фотоаппарат в руки и делали фотографии. Да. То есть это было всегда. То есть это хобби, оно да. на протяжении жизни. С самого рождения, с самого детства я был окружен фотографиями. И потом я выбрал другую карьеру, решил Почему? стать... Почему международные отношения во Флорентийском Мне университете? нравятся международные отношения, конечно. Мне нравится знать мир и путешествовать. Ну, Стабильность какая-то тоже, почему нет? Да. Международные отношения и фотография, да? Как бы, пускай это будет рядом. Ну, это интересно. Но я практически перестал фотографировать, но несколько лет назад я вернулся к фотографии. И, как я сказал, я искал что-то. И даже мне не хватало идеи, одна идея, которая объединила бы различные работы. И даже мне не хватало названия выставки. Я задумывался о выставке, я хотел, а потом я нашел, и эта выставка состоит из 4 серий фото, воды, метрополитанство, молчание и последний утраченный оракул. Lost Oracle. Утраченный оракул. Да. А ваша супруга, простите, что перебиваю, Елена, вот вы проверяете, вы даете ей посмотреть сначала работы, вы Да, конечно. учитываете ее мнение? Она мне помогла найти название на самом деле и очень помогла организовать выставку. Я на нее доверяю 100%. Да, я даю смотреть. Когда вы только вступили в должность генерального консульства Санкт-Петербурга, Италии в Санкт-Петербурге, вас спрашивали, а как вам Петербург, а любимые места в Петербурге. Вы говорили тогда, ну, слушайте, я только приехал из Москвы рано, вы спрашиваете. Прошло 2 года. Да, ну, мы приехали сюда в машине, и сегодня город просто невероятно красивый. Особенно Солнце. Каменноостровский, на котором перекладывают асфальт. Вы по нему Ну, нет. пробирались? Там сейчас будет затруднительно, если говорить о движении. Потому что мы приехали из другой стороны города, и было просто невероятно красивый. Но я люблю Санкт-Петербург. Вы знаете, Леонардо, несмотря на то, что мы не дали Татьяне сказать ни единого слова, мы рады, что вы пришли все-таки вместе. Мы передаем отдельный привет Елене, вашей супруге. Татьяна, да, ну, вы действительно очень хорошо понимаете, вы говорите по-русски, зря беспокоились. Но, Таня, тем не менее, спасибо и вам за то, что пришли и немножечко нас подстраховали. Напомним, что до 26 сентября, да, верно, продлится выставка «По ту сторону смыслов» Леонардо Бончини в Музее искусства Санкт-Петербурга 20-21 веков. Милости просим. Благодарим вас еще раз. Спасибо. Хорошего дня и доброго утра желаем.